Хорошо, давайте поговорим о биткоине и альткоинах, потому что мы видим движение на рынке. Происходит именно то, чего мы ожидали и что предсказывали. Посмотрим на графики биткоина и альткоинов. И это видео тоже будет без монтажа. Это будет один дубль. Я просто хочу выложить ролики как можно скорее. Так что если я закашляю, чихну, если, не знаю, произойдет что-то странное, например, в комнату ворвется моя собака и все сломает, то это войдет в ролик. Я не буду ничего вырезать и редактировать. Вы увидите все. Редакция Crypto.ru перевела для вас видео, в котором Пол говорит о биткоине и альткоинах и показывает индикатор CryptoFactor. Не забудьте подписаться, поставить лайк под видео. Давайте быстро посмотрим на график. Вот TradingView. Мы смотрим на линию фактора. Это мой новый индикатор. Кстати, вы не получите его, если не купите мой курс. Ссылка на него есть в описании. Также рассказано, как им пользоваться, как инвестировать, торговать и думать как The CryptoFactor. Курс посвящен этому. В любом случае, давайте продолжим. Как вы видите, мы вот-вот поднимемся. По сути, вам следует покупать, когда график золотой, и продавать, когда он красный. Если бы вы следовали этому, то видели бы, что прогнозы были довольно точными, даже если вернуться вот сюда. Но я хочу обратить ваше внимание на уровень SFP, вот здесь. Он был сигналом к покупке на уровне около 78 тысяч. Это не совсем дно, но около этих свечей вы могли бы войти в рынок. Сейчас мы движемся вверх. Наш стоп-лосс был ниже этого уровня. На дневном графике цена растет, и график вот-вот станет золотым. Обратите внимание, свечи светлеют. А если посмотреть на индикатор, который объединяет тренды за вас, то он желтый и вскоре станет более золотым. Один из индикаторов, включенных сюда, — волатильность. Так что сейчас мы получаем объем. Извините, я хотел сказать объем раньше. Так что сейчас это может быть хорошей сделкой. Как видите, мы выше этого диапазона. Это еще один мой индикатор. Он собирает для вас все диапазоны, созданные мной. И если мы поднимемся выше 90 400, то это приведет к росту цены, может и немного раньше. Потом посмотрим, попадем ли мы в нижний диапазон. Пока это не сигнал к покупке на дневном графике. Потому что нет золотой точки, как вот это. А на 4-часовом графике мы видим, что получили сигнал к покупке на этой свече, и он остался в силе. Это была еще одна точка входа. По сути, это был почти идеальный прогноз. Опять же, этот индикатор основан на том, как я думаю и торгую. Вы можете использовать его одновременно для обучения торговле и заключения сделок. Он предназначен для свинг-трейдинга и долгосрочного инвестирования, но не очень подходит для ежедневной торговли. Вы можете использовать его так, но учитывайте, что основное предназначение — это свинг-трейдинг и долгосрочное инвестирование. Давайте вернемся к дневному графику, потому что мы сосредоточены именно на нем. Посмотрим, появятся ли другие индикаторы, подтверждающие это. Перейдем в настройки. Включим короткую и длинную EMA и посмотрим, что произойдет. Причина, по которой график еще не стал золотым — мы ждем, что значение поднимется выше 50. Это будет дополнительным подтверждением. Для золотого графика не обязательно, чтобы EMA поднялась выше 50, но это дополнительный показатель. Судя по нашему индикатору, я считаю, что так и будет. У нас есть сопротивление на уровне 88 900. Это линия 50. Мы выше 200. Это потрясающе. Мы ждали этого, и это очень важно. Вот почему у нас появилась оранжевая точка, то есть сигнал к покупке на этой свече, как только мы поднялись выше и подтвердили это. Как мы уже говорили, очень крайне важно подняться выше 200. Это бычий сигнал. Нам просто нужно оставаться выше этого уровня, войти в этот нижний диапазон, и все будет хорошо. Выключаем EMA. Вы также можете добавить разные паттерны, разные свечные паттерны, о которых я рассказываю в курсе. Сейчас мы не видим никакого роста. Просто покажу вам, как это работает.
Вы открываете это, переходите в настройки и выбираете, например, поглощение, которое является очень сильным паттерном. И вы видите паттерн поглощения вот здесь, еще до того, как началось падение. Я говорил, что нужно продавать вот здесь. Поглощение здесь было еще одним сигналом. Да, мы продали, а здесь нам сказали продавать еще раз. А потом цена опустилась. И мы оставались внизу до тех пор, пока нам здесь не сказали, что можно потенциально купить со стоп-лоссом ниже. И теперь мы поднялись. Как я и сказал, график, вероятно, станет желтым. Не 100%, но вероятность есть. Так что это хорошая возможность для покупки. Если посмотреть на альткоины, на пузыри вот здесь, то мы видим большое движение в движении. Криптовалюта Move. Просто нравится, как это звучит. Как мы видим на дневном и недельном графиках, альткоины выросли, как мы и говорили. Если вы посмотрите на рынке, вот все альткоины. От 1 до 100, от 101 до 200. Видите? 2,7%, 3,4%, 2,4%. Ну, наши избранные монеты выросли на 4,9%. Мемкоины выросли аж на 9,3%, потому что у нас правильные монеты. А наши маленькие позиции также выросли на 3,7% и также превзошли весь рынок. Так что наши фавориты. Если вы следите за нашим каналом, если вы приобретаете эти криптовалюты, которые я вам показывал много раз, в большинстве случаев мы показываем себя лучше других альткоинов. В большинстве случаев мы получаем лучшие сигналы для покупки и продажи криптовалют. В декабре я говорил вам переводить прибыль с альткоинов в биткоин. Я ждал обвала и дальнейшего снижения. Я сделал довольно точный прогноз. Так что если вы еще не подписаны, я не знаю почему, то подпишитесь прямо сейчас. Обязательно нажмите на кнопку «Подписаться». Я был бы очень признателен, если бы вы это сделали. И еще посмотрите наш курс. Прежде чем я продолжу, я хочу показать вам еще кое-что про альткоины. Я хочу поговорить с вами про Brain Edge. Brain Edge AI. Этот сегмент ролика спонсирован, но проект действительно крутой. Причина, по которой он крутой, если вы знаете Udemy, то это криптоверсия Udemy. По сути, это геймифицированная ИИ-платформа для обучения, созданная бывшими сотрудниками Udemy и Куреса. У вас есть собственный токен. Вам платят, когда вы учитесь. Это, так сказать, обучение с возможностью заработка. У них действительно большая команда, хотя это не указано на сайте. Пожалуйста, проведите свое исследование. От Гугла до Гарварда, Binance и Forbes Councils. Они знают, что делают. Это самофинансируемый проект с низкой начальной рыночной капитализацией. Стоит обратить на него внимание. Еще раз, убедитесь, что провели собственное исследование. Но это выглядит очень интересно, особенно для меня, потому что у меня есть курсы, и я провожу курсы. Я хочу это проверить. Вы можете посмотреть их профиль в Твиттере и убедиться, что они довольно активны и сотрудничают с разными советниками. Вот, пожалуйста. Вот их команда. Опять же, я пока не вижу этого на сайте, так что проверьте все сами. Но они еще на ранней стадии, пока не обновили сайт. Я нашел пару багов и отправил им. Но если это сработает и взлетит, то это будет просто отлично, на мой взгляд. Есть сценарий использования, можно учиться криптовалютам. Это отличный вариант, отличная идея для роликов от лидеров мнений. И вы хотите делать это. Хотите учиться криптовалюте и получать за это деньги. Это действительно уникально. Я думаю, что это действительно круто. Будет обидно, если это не заработает и не взлетит, потому что это действительно может взлететь. Так что проверьте его. Рекомендую вам сделать это. Давайте вернемся к альткоинам. Как я уже сказал, альткоины неплохо себя чувствуют. Посмотрим на график Solana. Мне нравится отслеживать Solana и биткоин, чтобы предсказывать сезоны альткоинов. Как вы видите здесь, у нас есть сигнал на продажу с уровнем стоп-лосс ниже. Это указывает на продажу Solana и покупку BTC. Но я отслеживаю сезоны биткоинов с помощью Solana и биткоина, эфириума, большой тройки и так далее. Я отслеживаю биткоин и Solana. Так мы получали сигналы к мини-сезонам в прошлом году. Сегодня я продолжаю делать то же самое. Вы снова видите, что график вот-вот станет желтым. Здесь он станет золотым.
Пока еще нет, но он вновь находится в этом диапазоне. Если мы быстро посмотрим EMA, то увидим некоторое расстояние. Никакой сезон альткоинов или что-то подобное еще не подтверждены, но это потенциальный разворот. Он может означать, что вам пора обратить внимание на альткоины. Просто имейте в виду, что если Solana опустится ниже этого уровня, то это может стать проблемой для всех альткоинов. Но если посмотреть на Solana и USDT, то будет другая картина. Это была ваша точка входа, а это точка выхода. Как вы видите, мы опустились чуть ниже. Это могло бы активировать ваш стоп-лосс, если бы он у вас был вот здесь, как мы и говорили. Но теперь мы поднимаемся. Как видите, мы ждем, когда график станет золотым. Мы ждем, когда эти линии вновь пересекутся. Но в целом Solana находится в прежнем диапазоне относительно USDT. Я думаю, что она может сделать то же самое и вернуться наверх. Давайте посмотрим, что будет. Но в целом я настроен оптимистично. Я обменял немного USDT на биткоин. Я еще не покупал альткоины, жду дальнейшего развития событий. Ну вот и все. Обязательно посмотрите курс в описании ниже. Инвестируйте, торгуйте и думайте как The Crypto Factor. Это для ранних пташек, так что вы получаете курс по более низкой цене. Вместе с ним вы получите пожизненный бесплатный доступ к индикатору. Или вы вскоре сможете купить индикатор отдельно, всего за $129 в месяц. Но опять же, если вы купите курс, то получите индикатор пожизненно, так что стоит попробовать. И, кстати, не забудьте посмотреть вот это видео прямо сейчас. Оно вам понравится, не пропустите. И, пожалуйста, пожалуйста, не забудьте подписаться внизу и нажать на колокольчик. Увидимся в следующем видео. Переведено и озвучено редакцией сайта Crypto.ru.